Остальные части в случае начала военных действий должны были занять оборону к северу и к югу от крепости. Утром 22 июня дивизии подверглись артобстрелу и бомбежке, и крепость стала для них мышеловкой. Но нарушенными оказались и немецкие планы захвата крепости. Вместо запланированных нескольких часов сражение затянулось на несколько дней. Гарнизон, разбитый на отдельные группы сопротивления, сражался за каждый сантиметр земли, и порой дело доходило до штыковых атак. Через 4 дня немцы овладели основными укреплениями, и защитники переместились в Кобринское укрепление и в цитадель. Уцелевшие 400 человек под командованием майора Гаврилова отбивали в день 7-8 атак. 29-30 июня немцы предприняли двухдневный штурм крепости и смогли овладеть цитаделью. У осажденных не было воды и продовольствия, но стрельба в крепости не утихала еще долго. Лишь через месяц боев, 23 июля, немцы смогли взять в плен раненого Гаврилова. Доктор Воронович, лечивший майора, вспоминал, что истощенный, почти в бессознательном состоянии пленник не мог даже глотать. У него не хватало на это сил. Но немецкие солдаты рассказали, что всего час тому назад майор в одиночку вел с ними бой и, бросая гранаты, убил и ранил нескольких солдат. Гаврилов Петр Михайлович, герой Советского Союза, майор. В плену содержался в лагерях Хамельбург и Равенсбрюк до мая 1945 года. После освобождения восстановлен в армии в прежнем звании. Свою семью нашел лишь в 1955-м. Звание героя получил в 1956-м. Похоронен в Бресте. Обойдя Брест, танковая группа Гудериана форсировала Буг и устремилась на восток. Одним из немногих преимуществ приграничных армий СССР были танки механизированных корпусов. В западных округах их насчитывалось около 10 тысяч. Подвижность танковых войск позволяла быстро выдвигать их на направление ударов врага. Однако для советских легких машин Т-26 и БТ такие контрудары оказались убийственными. Танк Т-26 имел лобовую броню всего 15 мм, БТ – 22 мм. Она легко пробивалась немецкими орудиями. А 45-миллиметровые пушки советских машин не могли поразить большинство танков противника в лоб, кроме как выстрелом в упор. Изготовленные по неправильной технологии снаряды просто раскалывались от удара по немецкой броне высокой твердости. Результаты танковых сражений шокировали. На второй день войны под Пружанами в бою сошлись советская и немецкая танковые дивизии. Сражение превратилось в избиение. За несколько часов были подбиты и сгорели более 100 танков Т-26. На третий день войны в бою под Войницей Красная Армия потеряла около 150 танков Т-26. На четвертый день войны в Прибалтике у местечка Пошели танки БТ нанесли контрудар. За несколько часов боя в 28-й танковой дивизии из 130 танков осталось только 50. Все, чем гордились в предвоенные годы, горело ярким пламенем с густым черным дымом. Справка. Для войны с СССР немецкое командование выделило 4078 танков и самоходных артиллерийских установок. Половину из них составляли устаревшие и легкие танки. Новых танков Т-3 и Т-4 было только 1404. Танковая дивизия вермахта в своем составе имела 200 танков и 2147 автомобилей. Советская — 375 танков и всего лишь 1360 автомобилей. Из-за нехватки транспорта и уничтожения немецкими танками тылов, советские части не успевали подвозить горючее, боеприпасы и запасные части, что приводило к огромному количеству небоевых потерь в танковых частях Красной Армии. Немецкие танкисты шли в бой уже в полной уверенности в своем превосходстве, как вдруг столкнулись с неожиданно сильным противником. Бой у местечка Радехов.
танкист 11-й танковой дивизии Густав Шродек. Мы посылаем им первый снаряд. Первое попадание в башню. Второй выстрел и новое попадание. Головной танк невозмутимо продолжает движение. Но где же превосходство наших танков? Нам всегда говорили, что достаточно лишь плюнуть из наших пушек. Танкисты вермахта докладывали, что во время одного из танковых боев в Прибалтике немецкие снаряды просто отскакивали от новых советских танков. Под рассеянием советские тяжелые танки выдерживали множество попаданий, врывались на вражеские позиции, давили гусеницами орудия, тягачи и грузовики. Немецкая разведка не располагала данными об этих танках. С большим трудом атаки невиданных монстров удавалось отбить с помощью мощных 88-мм зенитных пушек, бивших прямой наводкой. Новые советские танки назывались КВ и Т-34. Было бы заблуждением считать, что они были неуязвимы. Уже в первые дни войны немцы располагали средствами для борьбы с ними, бронебойными подкалиберными снарядами. Справка. В подкалиберных снарядах использовались высокопрочные сердечники из вольфрамового сплава. При попадании в броню легкий корпус снаряда оставался снаружи, а сердечник пробивал ее, проникая внутрь танка. Эти снаряды позволяли немецким танкам поражать советский КВ с 200, а противотанковым пушкам с 400 метров. Т-34 был уязвим с больших дистанций. Однако КВ и Т-34 оставались серьезным аргументом в руках советского командования. Третья армия Кузнецова у Гродно стала единственной, встретившей немцев артиллерийским огнем. Действия войск Кузнецова сковали крупные силы немецкой 9-й армии. Немецкий генерал Отт отмечал: упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности, но теперь это недопустимо. Генерал-лейтенант Кузнецов был и первым, кто нанес танковый контрудар. Советский 6-й механизированный корпус насчитывал почти 1000 танков, в том числе 350 Т-34 и КВ. Направление его использования следовало выбрать немедленно. И когда разведка донесла о сосредоточении немецких танков у Гродно, где действовала армия Кузнецова, командующий фронтом Павлов без колебаний направил мехкорпус туда. Справка. 6-й механизированный корпус прекратил свое существование, так и не проявив своих высоких боевых возможностей. У танков попросту закончилось топливо, а взять его негде. Советские тылы были разгромлены. Когда немцы окружили корпус, танкисты взорвали уцелевшие танки. Позднее стало понятно, что у Гродно находилась только пехота немецкой 9-й армии. И пока 6-й мехкорпус таранил ее позиции, танки Гота беспрепятственно шли на Вильнюс. Немецкий удар по аэродромам лишил советское командование в Белоруссии авиации как средство разведки, и немецкую группировку в районе Бреста Павлов оценил всего в 1-2 дивизии. Но ранним утром третьего дня войны под Слонимом в офицерской машине разбитого немецкого моторизованного отряда обнаружили штабную карту. Прошли сутки, прежде чем этот документ попал в штаб фронта. Бывшему танкисту Павлову хватило одного взгляда на трофей, чтобы понять свою страшную ошибку. Вместо 1-й танковой дивизии из Бреста на Минск-Бобруйск двигалась вся 2-я танковая группа Гудериана, 3 корпуса, каждый из которых имел в своем составе несколько танковых и моторизованных дивизий. Это означало угрозу окружения для большей части войск всего Западного фронта. Павлов принял решение немедленно. Отдал приказ об общем отходе на восток. Но было поздно. Танки Гудериана ворвались в Слоним, перекрыв единственное шоссе Белосток-Минск. В лесной и болотистой местности Белоруссии контроль даже одного шоссе приобретал ключевое значение. Других дорог для отступления здесь просто не было.
Справка. Основой ударных группировок немцев были танковые группы. Стремительно продвигаясь вперед, они взламывали оборону Красной Армии или просто обходили ее. Танки устремлялись прежде всего в тыл советских войск, главным объектом операции. Чтобы не стать мишенью для советской авиации, немецкие танки ни на сутки не задерживались